Добро пожаловать, слушатели, на очередной выпуск передачи «Жизнь апостольских верующих в 21 веке». Как всегда, мы рады, что вы присоединились к нам. Сегодня мы хотим поговорить на тему, которую мы обсуждали в предыдущих выпусках. И, кстати, у нас на YouTube есть плейлист, посвященный этой теме. Эта тема – духовные дары. Сегодня мы будем говорить о слове «знание». Доктор Бернард, ранее вы объясняли духовные дары, которые Павел перечислил в первом послании к Коринфянам. И вы объясняли действие этих даров. Сегодня мы хотим рассмотреть еще один духовный дар. И сегодня мы хотим поговорить о слове «знание», которое Павел упомянул в 12 главе 1 послания к Коринфянам. Что такое слово «знание» и как оно проявляется в действии? Давайте рассмотрим контекст. Как вы сказали, в 12 главе 1 послания к Коринфянам Павел перечисляет 9 духовных даров. Из контекста следует, что они не относятся к естественным способностям человека, но они являются сверхъестественными дарами. Они исходят от Бога. По своей природе их проявление является чудом. Я думаю, что этот список дает представление о дарах, но не является исчерпывающим. Я думаю, мы можем пытаться дать определение этим дарам, но я не думаю, что нам нужно относить их к каким-то строгим категориям или давать строгое определение. Они могут пересекаться. Какое-то Божье действие, возможно, нельзя будет с легкостью отнести к действию одного из этих даров. Или оно может относиться к действию двух или более даров. Так что суть не в том, чтобы нарисовать какую-то строгую схему и пытаться выбрать свой дар или передать свой дар кому-то или требовать какой-то дар. Здесь делается попытка показать разнообразие Божьих дел. Я верю, что во всяком наполненном Духом верующем может проявиться любой из этих даров, когда возникнет нужда. Так что эти дары главным образом не для отдельного человека, но они даются для пользы всего тела. Учитывая данный контекст, мы можем сказать, что 3 из этих даров являются дарами, благодаря которым открывается разум Христа, потому что кажется, что они связаны с тем, как Божий ум оказывает влияние на человеческий ум. И эти дары — это слово мудрости, слово знания и развлечение духов. Итак, слово «знание». Заметьте, сказано «слово знание». Так что это не все знание Бога, но это конкретная часть знания. И я бы сказал, что слово «знание» — это получение конкретной информации от Бога сверхъестественным образом. Другими словами, это знание от Бога. У других людей может быть то же самое знание, но у конкретного получателя нет этого знания. И он получает это знание неестественными способами, например, через изучение или от другого человека. Но это знание он получает через откровение от Бога. Этот дар может пересекаться со словом «мудрости», но я бы сказал, что различие в том, что мудрость — это направление от Бога. То есть, когда Бог дает вам сверхъестественное направление о том, что делать в ситуации, или как действовать, или реагировать, для меня это слово мудрости. Когда Бог сверхъестественным образом передает вам какой-то факт, который, опять-таки, поможет вам в принятии решения или поможет вам в том, как повести себя в ситуации с каким-то человеком, вот это слово «знание». Развлечение духов более конкретно относится к тому, когда Бог сверхъестественным образом дает вам понимание того, что является причиной или движущей силой того или иного. Божий дух, бесовский дух или человеческий дух. Потому что какое-то высказывание человека может быть от Бога, оно может быть от дьявола и может исходить из человеческого разума. Может, по самому высказыванию вы не уверены, откуда оно, но дар развлечения духов поможет вам это определить. Слово «знание» как бы посередине. Я думаю, что классическим примером будет пример из 5 главы книги Деяний. Там говорится, как ранняя церковь собирала деньги, и многие люди продавали свои дома или землю, и они жертвовали деньги церкви для того, чтобы поддерживать нуждающихся людей, поддерживать служение церкви. Конечно, не все продавали все, что у них было. Вы позже видите, как у них были дома, которые не были проданы. Можно видеть, как церковь собиралась в доме матери Марка, то есть у нее был дом. И у них были домашние церкви, так что у них были дома. Но многие люди продавали, по крайней мере, некоторую свою собственность, дома, земли. И это было достойно похвалы. И одна пара, муж и жена, Анания и Сапфира, продали какую-то свою собственность, и они принесли деньги, якобы полную стоимость проданного имения, чтобы отдать их апостолу Петру. Но они тайно оставили себе часть денег. И это было бы нормально, ведь это их собственность. Но проблема была в том, что они солгали.
наверное, ради какой-то славы или признания, и они представили это так, что вот, мы совершаем эту большую жертву, когда на самом деле они многое из того оставили себе и отдали только часть. Может, они продали с прибылью, вернули свое вложение, а церкви отдали то, что было сверх этого. Что бы там ни было на самом деле, они пришли и сказали: мы приносим пожертвования, мы продали землю, и мы все отдаем церкви. Апостол Петр спросил: вы уверены, что это полная стоимость, за которую вы продали землю? Они сказали: да. Они сказали это по отдельности, сначала Анания, потом Сапфира, но произошло то же самое. И Петр сказал: вы солгали. И вы солгали не человеку, вы солгали Святому Духу, потому что часть вы оставили себе. И у вас было право так сделать. Это была ваша собственность, все было бы нормально. Вы не были обязаны отдавать церкви все, но вы солгали. И они были наказаны Богом. Они оба умерли. И это было сильным предостережением для ранней церкви. Но откуда Петр узнал об этом? Нет свидетельств тому, что кто-то сообщил ему об этом, что кто-то ему сказал: знаешь, мы были там, когда Анания продал собственность. Так что Бог напрямую открыл это Петру. Так что вот это мы можем назвать словом знания. Я написал книгу «Духовные дары», и в моей книге я рассматриваю эти 9 даров. Я привожу определения, я привожу библейские примеры, и я привожу современные примеры из практики моего служения или служения моих родителей. Примеры того, как, я думаю, проявлялись эти дары. Я поделюсь одной историей, которую рассказала мне моя мама. Это было много лет назад в Корее. Она ездила с некоторыми служителями по отдаленным сельским местам возле морского побережья. И они там шли через рисовые поля к церкви, но они попали в снежную бурю. Они полностью потеряли ориентацию, они бродили примерно 2 часа и не могли найти направление, в котором им надо было идти. Это было недалеко от моря, поэтому они беспокоились, что если они пойдут в неправильном направлении, то не только будет опасность заблудиться и замерзнуть в снегу, но что еще есть опасность зайти в море. После 2 часов блужданий в условиях отсутствия видимости из-за снега они остановились, решая, куда идти дальше. Моя мама отошла в сторонку и помолилась. Она почувствовала, что Бог сказал ей: нужно идти вот в этом направлении. Она сказала об этом другим служителям, но они сказали: нет, это неправильно. Они сказали: по нашим расчетам нужно идти в противоположном направлении. Но она настаивала, что нужно идти туда. И они пошли в том направлении, которое она показала. Прошел еще час, но они нашли деревню и церковь, которую они искали. Она чувствовала, что Бог дал ей это знание, в каком направлении нужно идти. Вы можете сказать, что это слово мудрости, но тут больше не направление о том, как справиться с ситуацией, но это конкретная информация, в которой она нуждалась в трудное время. Это современный пример слова знания. Я думаю, что часто лидеры, пастыря используют этот дар, когда они, например, имеют дело с проблемами в церкви. Иногда приходят какие-то проблемы, и вы не знаете, что делать. Вы не понимаете, что происходит. И Бог показывает вам, что какой-то человек согрешил. И хотя вы, наверное, не хотите открывать это всем, и вы держите это в себе, но эта информация помогает вам понять, как поступить в сложившейся ситуации. И, возможно, вы обличите человека, как в случае с Ананией и Сапфирой. Также я думаю, что слово «знание» может проявиться, когда вы за кого-то молитесь. И у меня было несколько таких случаев, когда я чувствовал направление молиться о каких-то конкретных вещах, которые приходили мне на ум. И позже человек говорил мне: откуда вы знали, что я прохожу через такую ситуацию? Ваша молитва была направлена точно на то, в чем я нуждаюсь. Я чувствовал, что хотя я не осознавал этого, но Бог давал мне слово знания. И поскольку это было высказано вслух, то тут, наверное, пересечение также с пророчеством. Но я чувствовал, что Бог давал мне знания, даже несмотря на то, что я не знал, как его применить, но оно касалось конкретной ситуации. Еще один пример. Однажды я проповедовал, и такие случаи происходили несколько раз, но один случай я сейчас хорошо помню. Я проповедовал, и посреди проповеди я стал говорить то, чего не было в моих записях, и что даже напрямую не было связано с темой моей проповеди, но это были очень конкретные вещи. И в тот раз я не знал, к кому это было обращено, но я знал, что это было обращено к какому-то человеку. И, конечно, я никогда сознательно не смог бы указать на конкретного человека на основе моих человеческих знаний. В другой раз я стал говорить очень настойчиво, и я чувствовал, что Бог указал мне человека, к кому это было обращено.
Но это не было основано на том, что я беседовал с тем человеком или на том, что я знал о том человеке. Но я чувствовал, что Бог очень конкретно дал слово к тому человеку посреди моей проповеди. И никто об этом не знал. Я не пытался назвать или описать того человека. И после служения этот человек подошел ко мне и сказал: «То, что вы сказали, было прямо для меня. Я нахожусь в этой трудной ситуации, и то, что вы сказали, было прямо для меня». Так что этот человек подтвердил сказанное. И это также могло быть словом знания. Так что я привел пример, как слово знания может быть дано во время проповеди или во время личной беседы или личной молитвы, или оно может быть дано нам лично для направления или для принятия решения. Иногда оно требует от вас каких-то действий, иногда оно дано просто для того, чтобы вы были предупреждены, или чтобы вы были подготовлены, готовы к тому моменту, когда эта информация станет известна другим людям, или когда вам нужно будет действовать в соответствии с ней. Но это определенно часть Божьего действия, действия духовных даров. Я думаю, что для всех духовных даров есть соответствующие им естественные аналоги. То есть, например, есть знания, которые человек приобретает через учебу, обучение, и есть также аналог в нашей духовной жизни. Нам всем нужны духовные знания в нашей повседневной духовной жизни. Книга Притчи говорит о важности приобретения мудрости и знаний. Так что мы изучаем Божье Слово, и мы можем также изучать вопросы управления или вопросы, относящиеся к личности, но есть чисто светские человеческие знания, которые могут быть и у грешника. Есть также духовные библейские знания, которые должны быть у христианина. Но третья категория знаний – это конкретное слово знания, которое дается сверхъестественным образом, чтобы помочь Божьим людям во время нужды. Благодарим, что вы послушали этот выпуск передачи «Жизнь апостольских верующих в 21 веке». Если вам понравилась эта передача, то, пожалуйста, уделите время, чтобы оставить отзыв в Apple Podcast, Spotify или в вашем любимом приложении подкастов. Если вы смотрите на YouTube, то подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Мы также рекомендуем посмотреть книги брата Бернарда на сайте pentecostalpublishing.com. Наберите в поиске «Дэвид Бернард», чтобы увидеть весь список книг. Не забудьте ввести код DKB10 при покупке, чтобы получить скидку в 10% на ваш заказ. Мы будем ждать новые встречи с вами на следующей неделе, когда мы будем разбирать, как современные верующие могут жить в соответствии с учением Церкви первого века.